Когда сердце делает последний удар, мир вокруг человека резко меняется. С физической точки зрения прекращается дыхание, останавливается кровообращение, и активность мозга угасает в течение нескольких минут. Но с точки зрения мистической, духовной и эмоциональной, начинается совершенно иной процесс. Момент смерти всегда окутан тайной, которая и сегодня продолжает волновать людей по всему миру. Что происходит в этот загадочный миг, когда душа покидает тело? Куда она направляется и какие чувства ее охватывают в эти первые мгновения свободы? Множество древних традиций и современных исследователей едины во мнении, что душа, покинув тело, еще какое-то время наблюдает за ним со стороны. В этот момент душа впервые осознает себя отдельным существом, больше не привязанным к земному сосуду. Она наблюдает, как физическое тело теряет жизнь и тепло, чувствуя при этом особое, ранее неизведанное спокойствие. Это уникальное ощущение часто описывается как легкость, освобождение от боли и усталости, преследовавших человека при жизни. Один из ярчайших примеров подобного опыта описал известный кардиолог, доктор Майкл Сабом, проводивший исследования переживаний клинической смерти. Пациенты Сабома, которых удавалось вернуть к жизни, рассказывали, что видели свое тело сверху, могли подробно описать действия врачей и медицинские инструменты, хотя находились в бессознательном состоянии. Один из самых удивительных случаев принадлежит женщине по имени Памела Рейнольдс. Во время сложнейшей операции ее мозговая деятельность была полностью остановлена, однако после пробуждения она подробно рассказала о том, что происходило в операционной. Она точно описала слова врачей, внешний вид оборудования и даже положение людей в комнате, находясь в состоянии абсолютного клинического бездействия. Похожее описание можно встретить и в древних текстах различных культур. Например, в тибетской книге мертвых Бардот-Хидол говорится, что после смерти душа переживает начальную фазу, называемую Чикай-Бардо. В этот период сознание освобождается и впервые воспринимает себя в чистом виде, без физического тела. Согласно учению, первое чувство, охватывающее душу, это ясность и осознание своей истинной природы, а также ощущение бескрайнего, яркого света, сопровождающееся глубоким покоем и безмятежностью. Современные эзотерические учения часто говорят о серебряной нити, которая в момент смерти разрывается, окончательно отделяя душу от физического тела. Эта нить упоминается во многих древних традициях, в том числе в Библии, книга Екклесиаста 12:6, и является символом жизненной связи между духом и телом. Когда эта связь прерывается, душа полностью освобождается, и начинается ее путешествие в иную реальность. Некоторые очевидцы и пережившие клиническую смерть описывают также явление необычных фигур, светящихся существ, которые появляются рядом с душой в первые минуты после отделения. Эти фигуры, зачастую описываемые как ангелы или духовные наставники, оказывают поддержку и помогают душе адаптироваться к ее новому состоянию. Они успокаивают, объясняют происходящее и сопровождают ее в дальнейших этапах путешествия. Многочисленные свидетельства подтверждают, что в момент смерти человек часто видит умерших близких и друзей, которые приходят его встретить. В одной из известных историй молодой мужчина, попавший в автокатастрофу и переживший клиническую смерть, описывал, как встретил свою бабушку, умершую за 10 лет до этого события. Он подробно описал ее внешний вид, одежду и улыбку, а также ощущение безусловной любви, исходящей от нее, которая помогла ему осознать и принять происходящее. Другие же переживают состояние дезориентации и даже тревоги, особенно если их смерть была внезапной или насильственной. Многие из них не сразу понимают, что умерли, и пытаются взаимодействовать с физическим миром, удивляясь, почему никто не обращает на них внимания. Эта тревожная фаза продолжается недолго и сменяется осознанием реальности благодаря тем самым духовным наставникам, которые помогают душе разобраться в новом для нее состоянии. В разных религиозных традициях также описываются первые мгновения после смерти как период особой духовной значимости. В православии, например, считается, что душа первые часы пребывает рядом с телом и осознает совершенные в жизни поступки, после чего она впервые ощущает на себе взгляд Бога.
В исламе описываются ангелы, которые приходят сразу после смерти и задают душе вопросы о прожитой жизни, тем самым готовя ее к последующему суду. Но независимо от культурных и религиозных различий, есть нечто общее в этих рассказах. Момент выхода души из тела всегда сопровождается ощущением невесомости и прозрачности, отсутствием боли и, чаще всего, удивительным осознанием ясности сознания. Душа начинает видеть и воспринимать мир совсем иначе, освобожденная от ограничений физического тела, но пока еще тесно связанная с земной реальностью. Эти мистические, религиозные и реальные описания подтверждают, что первое мгновение после смерти открывает совершенно иной взгляд на то, что мы привыкли называть жизнью. Они свидетельствуют о том, что сознание продолжает существовать в той или иной форме, и что смерть — это не конец, а начало нового, загадочного путешествия души. Именно поэтому сегодня эти истории, свидетельства и переживания так актуальны. В мире, где царит материализм и скептицизм, они заставляют задуматься о вечном и непознанном, о том, что жизнь человека не ограничена рамками физического существования и что первое мгновение после смерти открывает двери к величайшей тайне Вселенной, бессмертию человеческой души. Когда физическое тело уже лишено дыхания, а сердце останавливается, в мире духовном начинается совершенно особенный момент. Тонкая и невидимая грань, разделяющая мир живых и мир духов, становится для души осознанной впервые за всю ее жизнь. До этого момента эта грань была не более чем туманным понятием, неуловимым ощущением чего-то большего. Теперь же она проявляется четко и ясно, словно некая тончайшая завеса, прозрачная и сверкающая, через которую пробивается мягкий и призрачный свет. В этот миг душа ощущает абсолютную ясность сознания. Впервые она полностью осознает, что тело, с которым она прожила десятки лет, теперь совершенно чуждо ей. Чувство легкости и непривычной свободы охватывает ее, нет больше ограничений физического тела, нет боли, нет тяжести. Это состояние трудно описать теми словами, которые мы знаем здесь, на земле. Душа одновременно переживает радость, удивление и некое щемящее чувство ностальгии по оставленному миру. В мистических и эзотерических традициях часто упоминается так называемая серебряная нить, тончайшая нить, связывающая душу и физическое тело на протяжении всей жизни человека. Многие ясновидящие и медиумы говорят о том, что именно эта нить обеспечивает энергетическую связь между миром материальным и духовным. В момент смерти серебряная нить постепенно утончается, истончается и, в конце концов, рвется, освобождая душу окончательно. Этот момент считается точкой невозврата, с его наступлением душа уже не может вернуться обратно в тело. Древние тексты разных культур рассказывают о том, как происходит разрыв этой нити. Например, в тибетской книге мертвых говорится, что душа видит этот момент как вспышку света, за которой следует кратковременная тьма и затем полная ясность сознания. Душа осознает себя в новом пространстве, где время и расстояние теряют привычные значения. Она мгновенно оказывается в месте, где ее мысли и чувства формируют реальность вокруг. Первые переживания после разрыва серебряной нити могут варьироваться в зависимости от того, насколько душа готова к переходу. Для одних это сопровождается чувством облегчения и радости, для других — растерянностью и страхом перед неизведанным. В эти минуты душу обычно сопровождают особые сущности, о которых упоминается во многих религиях и мистических учениях. Ангелы-хранители, духовные наставники или духи-проводники появляются рядом, чтобы помочь душе адаптироваться к новому состоянию и направить ее по дальнейшему пути. В христианской традиции, например, есть описание ангелов, которые приходят за душой и сопровождают ее в первые часы после смерти. Согласно православным источникам, ангелы-хранители помогают душе понять и принять, что ее земной путь завершен. Они мягко объясняют ей происходящее и помогают успокоиться, если она испытывает смятение или страх. В исламе ангелы Мункар и Накир, согласно преданиям, задают душе вопросы, проверяя ее жизненные поступки и намерения. Эти сущности, какими бы они ни были, становятся первыми существами, с которыми душа взаимодействует по ту сторону грани.
Множество свидетельств людей, переживших клиническую смерть, подтверждают подобные встречи. Многие рассказывают о том, как сразу после выхода из тела они сталкивались с сияющими фигурами, которые приветствовали их ласково и спокойно, передавая глубокое чувство мира и любви. Такие переживания часто оказывают трансформирующее воздействие на сознание человека, возвращающегося в свое тело после клинической смерти. Кроме ангелов и духовных проводников, душа также может увидеть близких, которые ушли ранее. Это явление известно как встреча с душами умерших родственников и друзей, которые пришли помочь новоприбывшему адаптироваться к новому состоянию. Встреча с любимыми и давно ушедшими душами может быть настолько эмоционально насыщенной, что порой полностью снимает все страхи и тревоги перед новой реальностью. Некоторые души в первые часы после смерти испытывают феномен, известный как жизненный обзор. Это событие описано во многих мистических и эзотерических источниках, а также подтверждается многочисленными свидетельствами людей, прошедших через клиническую смерть. В момент обзора вся жизнь проходит перед внутренним взором души с удивительной четкостью и глубиной. Она вновь переживает важнейшие события своей жизни, но теперь уже с позиции наблюдателя, который может видеть и понимать последствия своих поступков и решений, как для себя, так и для других людей. Этот процесс сопровождается глубокими переживаниями и осознанием своей истинной сущности. Именно сейчас душа впервые понимает, какие уроки были усвоены ею на протяжении земной жизни, а какие нет. Именно здесь она начинает осознавать свой дальнейший путь и готовится к следующему этапу своего существования. Таким образом, невидимая грань между мирами становится моментом истинного пробуждения души. Она понимает, что земной путь был лишь одним из множества этапов ее бесконечного духовного путешествия. Теперь перед ней открываются совершенно новые горизонты, о которых она раньше могла лишь догадываться. Первые 3 дня после смерти считаются особо значимыми во многих культурах и религиозных традициях. Это период, когда душа, отделившись от физической оболочки, все еще тесно связана с земной реальностью и остается рядом со своим бывшим телом. С древних времен в самых разных уголках мира верили, что умершие первые дни не покидают место своей смерти, наблюдая за окружающими и стараясь осознать свое новое состояние. В славянских традициях и православной культуре существует поверье, что душа 3 дня после смерти пребывает у гроба, наблюдая за близкими. Считается, что в эти дни умерший видит и слышит все, что говорят и делают живые, хотя сам не может с ними взаимодействовать. Именно поэтому в православии первые 3 суток считаются важнейшими для молитвы и поминовения, чтобы облегчить душе ее переход в иной мир. Есть огромное количество свидетельств и мистических историй, подтверждающих эту веру. Например, одна из известных историй произошла с семьей в провинциальном русском городе. После внезапной смерти отца родственники, собравшись в доме покойного, начали слышать тихие шаги по деревянному полу, которые не могли принадлежать никому из присутствующих. Они ясно ощущали чье-то незримое присутствие рядом с гробом, а также необычный запах, напоминающий парфюм, которым покойный пользовался при жизни. Близкие были уверены, что душа умершего отца все еще рядом, и именно в эти 3 дня они чувствовали его особенно сильно. На 3-е сутки, после панихиды и молитв, все странные явления исчезли так же внезапно, как и начались. Подобные переживания известны и в других культурах. В тибетском буддизме эти 3 дня называются стадией Бардо, когда душа находится в переходном состоянии, все еще воспринимая себя частью физического мира. Буддистские монахи проводят особые ритуалы, читая священные тексты и наставления для умерших, чтобы помочь им отпустить земные привязанности и подготовить сознание к путешествию дальше. В Древнем Египте существовали похожие традиции. В первые дни после кончины человека в его жилище продолжали вести себя так, словно умерший был жив. Египтяне верили, что душа, оставаясь рядом с телом, может испытывать растерянность, поэтому родственники успокаивали ее разговорами и словами утешения, как будто обращаясь к живому. Некоторые современные исследователи паранормальных явлений приводят удивительные свидетельства, подтверждающие эти древние верования.
Известный исследователь посмертных переживаний Ремонд Моуди описывает множество случаев, когда близкие ощущали присутствие умерших именно в первые 3 дня. Люди чувствовали прикосновения, слышали голоса или замечали необъяснимые движения предметов, что воспринималось ими как попытка умершего сообщить о своем присутствии. Особенно яркой была история, произошедшая с женщиной из Техаса, чей муж скончался от сердечного приступа. Уже на 2-й день после смерти супруга она почувствовала его незримое присутствие в доме. Женщина слышала его голос, тихий и успокаивающий, а также ощущала легкие прикосновения к плечу, словно муж пытался ее поддержать. В исламской традиции существует схожая вера: душа умершего первые 3 дня находится рядом с телом и домом, в котором жила. Родственники в этот период собираются вместе, читают Коран и молятся, чтобы помочь душе обрести покой и легко пройти первые этапы загробного мира. Часто в эти дни происходят мистические знаки, появление птиц, необъяснимые шумы или сны, в которых умерший приходит к родным. Одним из известных мистических рассказов, связанных с этой традицией, является история из Турции. Молодая девушка после смерти матери в течение первых 3 дней видела один и тот же сон. Мать молча стояла у ее кровати, пристально смотря ей в глаза, будто хотела что-то сказать. На 3-й день, после проведения специальных молитв и чтения Корана, мать появилась снова, но уже с улыбкой, после чего больше не возвращалась. Подобные явления подтверждают, первые 3 суток после смерти – это не просто время прощания, это мистический период, когда границы между мирами становятся особенно тонкими. Душа пытается осознать свое новое состояние, найти способ попрощаться с близкими и завершить земные дела, которые были прерваны смертью. Именно поэтому все великие традиции мира говорят о важности молитв, памяти и уважения к умершим именно в эти дни. Еще одна история, связанная с первым 3-дневным периодом, произошла с солдатом во время Второй мировой войны. Он рассказывал, как после смерти друга в течение 3 дней ощущал его присутствие рядом, слышал его голос и даже видел его силуэт ночью возле палатки. После 3-го дня эти видения исчезли, а позже, вернувшись домой, солдат узнал от бабушки, что такое поведение души в первые дни после смерти описано еще в старинных семейных поверьях. Эти древние традиции, подкрепленные многочисленными свидетельствами, продолжают привлекать внимание исследователей по всему миру. Современная наука лишь осторожно подходит к изучению таких феноменов, но число случаев настолько велико, что игнорировать их становится практически невозможно. И, возможно, именно сегодня, когда человечество все больше погружается в материальный мир, понимание этих первых 3 дней после смерти способно дать нам ценные ответы на важнейшие вопросы о душе и смысле нашей жизни.